Всем привет, меня зовут Алена Домрачева, я практикующий психолог, и сегодня поговорим на тему, которая, думаю, знакома практически каждому, это сравнение с другими. Почему это настолько большая проблема, особенно сейчас, в век социальных сетей, как хроническое сравнение влияет на наше восприятие себя, на наше самочувствие, на жизнь в целом, и что со всем этим можно сделать. И для начала мне хочется дать вам такой небольшой тест, который, думаю, поможет вам что-то определить по поводу себя. Посмотрите на эту фотографию. О чем вы подумали? Вот что первое вам самое пришло в голову, то и зафиксируйте. И эта фотография очень показательна в плане того, как у нас работает наш уровень восприятия. Какие они у нас бывают? Первое– это безоценочное нейтральное наблюдение. Просто как факт. Вижу девушку в белом платье. То есть оценки никакой нету. Второе– это уже оценочное. Она красивая, мне нравится ее стиль. В данном случае, да, эстетическая какая-то оценка. Но мы еще не говорим про себя. И третье– это сравнение. Мы уже говорим, она там красивее меня, у нее лучше фигурка. То есть мы оцениваем себя через другого человека. И, к сожалению, часто бывает такое, что как раз вот третий уровень у нас присутствует в нашей жизни постоянно, когда мы листаем социальные сети, когда мы, не знаю, ходим на работу. И отчасти это нормально, потому что, опять же, мы все живые люди, и сравнение это естественно для человека, тем более у каждого у нас есть какие-то свои темы, которые его беспокоят, для кого-то это будет внешность, для кого-то это будет личная жизнь, стиль жизни, финансовая сфера. Это говорит нам о том, что это для нас важно, и, возможно, мы не чувствуем какую-то удовлетворенность в этих сферах. Но проблема возникает тогда, когда сравнение становится хроническим. Тогда оно действительно оказывает негативное влияние на нашу жизнь. И почему вообще такое происходит? Какие причины сравнения? Давайте начнем. И первое– это социально-культурные факторы. И первый здесь пункт– коллективистская культура. Что скажут люди? Мы живем в том обществе, где мнение других важно, мнение окружающих важно, особенно в России, особенно, мне кажется, не особо крупнонаселенных городах. В Санкт-Петербурге и в Москве с этим немножко попроще, но все же, если он где-нибудь окраинах, скорее всего, это тоже будет проявляться. Расскажу как пример здесь свою личную историю. Когда я первый раз приехала в Санкт-Петербург еще как туристка, это, наверное, был год где-то 2015, не помню, если точно. И тогда на Невском я купила в H&M клетчатые серые свободные брюки. Тогда еще все в основном у меня в родном городе, в Нижнем Новгороде, ходили в узких джинсах. Но я очень много смотрела всяких зарубежных блогеров, поэтому, когда я их увидела, я была счастлива и сразу же их взяла. И вот я с ними приехала в свой родной Нижний Новгород и у себя на районе решила там куда-то сходить. И я буквально дошла до следующего дома, как слышу, сзади меня едет какая-то машина. Я ее пропускаю, отхожу к бордюру, но неожиданно машина останавливается прямо напротив меня. Окна опускаются, и я вижу в салоне компанию молодых людей, где-то, ну, лет 19-20. Мне тогда было, наверное, 21-22. Так вот, и они начинают очень громко обсуждать мои брюки и смеяться над ними. Называть их странными, что это вообще выглядит смешно, что это за брюки такие. И я тогда вообще не понимала, как мне на это реагировать, потому что внутри меня был конфликт. Мне же брюки нравились, но над ними смеются. И что вы думаете, больше я никогда на своем районе в них не ходила. Я их только носила в центре города, потому что там было немножко попроще со всем этим. Но у себя на районе я это не делала. И мне кажется, такой вот типичный пример, как работает коллективистская культура. Сначала нам дают какую-то оценку, начинают нас оценивать, сравнивать с другими людьми, и потом, к сожалению, это у нас входит в привычку. То есть потом мы это начинаем делать сами, заранее на опережение, чтобы не попасть в такую ситуацию, чтобы дать себе просто безопасность. И второе– это школьная система. Оценки, рейтинги, постоянное сравнение с одноклассниками. Наверняка у вас были преподаватели, которые выделяли каких-то учеников как лучших, как худших, постоянно говорили, что вот сравнение, смотрите на них, да, равняйтесь на них, будьте такие, как они. И, конечно же, это приучает нас постоянно ориентироваться на других людей. То есть, представляете, это на самом деле не только в школе это происходит, это еще могло происходить в детском садике. То есть заранее в человеке это закладывает то, что сравнение с другими и оценка себя через другого человека– это нормально.
В обязательной какой-то мере, конечно, я вижу в этом плюс, но все же на долгосрочную перспективу это все-таки негативное влияние оказывает. И третье, конечно же, социальные сети. Куда же без них? Я думаю, вы много что про это слышали и на себе это чувствовали, когда вы заходите в какую-то ленту, заходите в какие-нибудь рилсы, смотрите на других людей, начинаете себя с ними сравнивать. И вроде бы как социальные сети сами влияют на то, что с нами подобное происходит, но на самом деле не соглашусь. Несколько лет назад у меня выходила статья с названием «Как социальные сети разрушают нашу самооценку». С годами я уже не настолько категорична, и я считаю, что социальные сети, конечно, безусловно, оказывают на нас большое влияние, но все-таки еще важно то, как мы это все воспринимаем. Потому что если человек находится в уязвимом состоянии, если у него проблемы с самооценкой, проблемы в жизни вообще в целом, он более чувствителен к подобному контенту. Поэтому да, социальные сети влияют на то, что мы начинаем сравнивать себя с другими, к сожалению, но, возможно, там еще были какие-то факторы. И четвертое, культ успеха и продуктивности, успей все, работай над собой, достигай больше, особенно сейчас последние года. Это максимально распространено, и человек начинает смотреть на подобных других людей и думает, что он недостаточно хорошо работает, он недостаточно продуктивен. И если, например, человек хочет быть, допустим, успешным, допустим, просто иметь хорошую жизнь, он, конечно же, будет равняться на таких людей и постоянно себя с ними сравнивать. И пятое, неопределенность современного мира. Раньше был четкий сценарий жизни, то есть у тебя учеба, работа, потом семья. Сейчас этого нету. Сейчас вариантов множество, как и работы, как и жизни. И вроде бы это плюс, да? У нас очень много возможностей, очень много вариантов. Делай, грубо говоря, все, что хочешь. Но в этом есть и другая сторона медали, то, что подобное разнообразие, просто в нем человек теряется. И не знаю, что делать со своей жизнью, что здесь правильно, что здесь неправильно. Поэтому он и может выбирать сравнение с другими. Для него это такой вот единственный ориентир, который поможет ему жить какую-то такую вот хорошую жизнь. И следующий у нас пункт – это семейные факторы. Критика, высокие ожидания, родительские послания и условная любовь. В целом я бы это на самом деле даже плюс-минус объединила и поставила бы не то чтобы семейные факторы, ну да, окей, давайте ставим семейные факторы. А что здесь вообще такое? То, что родители начинают, допустим, нас сравнивать с другими людьми, точнее, с другими детьми, все-таки мы ребенок, говорит, что, допустим, Маша лучше, смотри на нее, будь такая, как она, ты какой-то там не такой, другие дети не капризничают, будь лучше и все это подобное. И, конечно же, ребенок приучается, опять же, оценивать себя на основе других людей, постоянно сравнивать себя с другими. И большая проблема, когда вот есть еще условная любовь, то есть любовь за достижение просто за то, что ребенок вообще есть, за то, что существует, что вы его родители, и вы должны его любить, но не обязаны, к сожалению. И тогда ребенок, и когда начинают его хвалить только за достижение, за то, что он в чем-то молодец, ребенок усваивает модель, чтобы меня любили, нужно соответствовать. Этот механизм может еще быть, к сожалению, во взрослом возрасте. Следующий у нас пункт – это гендерные факторы. Вот тут я буду с такой вот большой поправочкой, потому что мы не можем, конечно же, не учитывать то, что сейчас времена меняются, гендерные роли тоже меняются. Сейчас уже не настолько традиционная модель, как это было раньше. Сейчас женщины берут большую ответственность за какие-то те вещи, которые обычно брали мужчины. Также мужчины берут ответственность за те вещи, которые условно всегда делали женщины. Поэтому так вот, да, мы более-менее обобщенно, плюс-минус. Возможно, подобные вещи будут актуальны, опять же, для каких-то таких вот традиционных моделей отношений, для каких-то малых населенных пунктов или восточных, возможно, тоже. Потому что традиционная модель критическая культура больше как раз вот это, если мы говорим про Восток, а не про Запад. Но давайте все-таки разберем, что для женщины, скорее всего, с детства ее приучают ориентироваться больше на внешность и отношения. Какая для нее главная тема? Это хорошо выйти замуж, я утрирую максимально, быть хорошей мамой, а для мужчины это финансовая сфера, это достижение, это статус. При этом, смотрите, женщины хотя бы могут обсуждать это с подругами,
и делиться своими переживаниями, а мужчина, к сожалению, держит все в себе. Это до сих пор является такой вот проблемой, которую я замечаю, но сейчас стало все же получше вот с годами. Они все-таки приходят и к специалистам, учатся делиться своими переживаниями, своими эмоциями, что у них происходит внутри. И это, я думаю, на долгосрочную очень нам всем поможет. И у женщин это по большей части возрастное давление, часики тикают, 30 лет, биологические часы, а у мужчин это финансовое давление. И следующий пункт – это биологические факторы, которые нам тоже стоит учитывать. Это темперамент, генетическая предрасположенность и работа мозга. Это есть не у всех, но это влияет на то, что сравнение, возможно, будет проявляться намного ярче, если у вас этого подобного нет. Поэтому тоже вот эти вот пункты, не буду на них останавливаться, важно учитывать. Это разные типы нервной системы, какая-то наследственность, работа мозга и другие моменты. И если мы сейчас вот попробуем все вот этого собрать в какую-то определенную модель, у нас получается такая картина, что у нас в первую очередь есть какие-то базовые причины, это средовые, они действуют на всех. Это эволюция, я не сказала, но я думаю, это и так понятно, что эволюция должна нас идти сравнивать себя с окружающими. Это совершенно нормально, это важно было для выживания. Социально-культурные факторы, гендерные факторы и семейные факторы. Дальше дополнительно у нас идет биологический, то есть это есть не у всех, но все же, если это присутствует, сравнение ощущается намного ярче, намного интенсивнее. И как результат вырабатываются психологические паттерны. Это влияет на самооценку и тревожность, и в результате чего появляется как раз вот хроническое сравнение, и это подпитывает хроническое сравнение. Зачем нам знать причину? Почему нам нужно вообще в них разбираться? Потому что когда мы понимаем, откуда это все появилось, мы перестаем винить себя. Что это не связано никак с характером, с нашей слабостью, это не какие-то наши капризы и все это подобное. Это результаты конкретных процессов, с которыми можно работать, с которыми можно их как-то подсветить, их, возможно, переписать и изменить, и это повлияет на всю вашу жизнь. И что со всем этим можно сделать? Как себе помочь? Помимо того, да, что мы работаем над причинами, это вернуть внимание к себе. Потому что когда у нас сравнение, мы всю свою энергию, весь свой фокус, свои ресурсы направляем на жизнь других людей. В то время как мы могли бы наполнить свою жизнь. Подумать о том, что какие мои ценности, что мне нравится в себе, чем я уже могу гордиться. Потому что, возможно, все-таки вы обесцениваете себя для какой-то объективности. Эти моменты лучше уточнить. Что я уже умею, но, возможно, не ценю, что я уже делаю и как я могу улучшить свою жизнь в настоящем. Когда мы наполняем свое настоящее, когда мы им довольны, практика показывает то, что мы все же начинаем сравнивать себя намного меньше, чем это было раньше. Да, наполняем будущее и наполняем настоящее и очерчиваем будущее. Это тоже такой важный момент. Хотя бы понимать свои какие-то ориентиры, куда мы идем, что бы нам хотелось получить в своей жизни. Также осознанность, как вот осознанность, отличная техника, это 5 чувств. Для чего вообще нам нужна осознанность? Как раз вернуться в момент здесь и сейчас. И осознанность помогает нам убрать это оценочное сравнение, вообще убрать оценку. Когда мы находимся в подобном состоянии, мы замечаем вещи просто как факт. Вы ходите по улице, видите дерево, смотрите, там, не знаю, как блики играют на нем, как ветер раздувает листья. Вы не даете никакую оценку, то, что это красивое дерево, какое-то гнилое дерево. Просто воспринимаете это как факт. Также можно воспринимать и других людей. Вы также можете воспринимать и себя, то, что у вас происходит в голове, ваши мысли, ваши эмоции. Они просто существуют. И отличная техника, которая помогает как раз развить осознанность, это 5 чувств. То есть, когда мы называем 5 вещей, которые мы видим прямо сейчас, 4 вещи, которые мы слышим, 3 вещи, которые мы ощущаем на кинестическом уровне, 2 запаха и 1 вкус. Это нам помогает вернуться в момент здесь и сейчас и очень помогает развивать как раз вот осознанность. И на этом, пожалуй, все. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Вы узнали что-то новое по поводу себя. Напишите в комментариях, мне на самом деле это очень интересно. Все-таки, если мы берем 3 уровня восприятия, сейчас к ним вернусь, какое все-таки у вас чаще всего?
Безоценочная оценка или сравнение. Мне интересно это узнать, потому что часто все-таки в своей практике, ну, по крайней мере, я очень много работаю с запросами именно с низкой самооценкой. В основном у всех как раз вот именно сравнение, то есть они оценивают себя через другого человека. Как это у вас? Мне очень интересно узнать. И увидимся в следующем видео. Удачи!